Есть один продукт, который помогает сразу минимум при 3 проблемах – давлении, холестерине и сахаре. Это не БАД, не суперфуд за $50. Это обыкновенный лен. Но большинство людей едят его либо зря, либо даже во вред. Почему? Потому что не знают одного секрета, и сегодня вы его узнаете. И подпишитесь сразу, чтобы не пропустить другие честные разборы о продуктах, которые действительно влияют на здоровье. Что дает лен? И почему он вообще считается суперфудом? Молотый лен – это натуральный способ поддержать здоровье сердца и сосудов, снизить сахар, плохой холестерин и даже помочь при приливах и воспалениях. Но мало кто получает эти эффекты. Все потому, что важны не только что вы едите, но сколько и в какой форме. Распространенные ошибки. Одни посыпают кашу цельными семенами, другие едят по чуть-чуть для галочки, а кто-то просто замачивает и пьет слизь, думая, что этого достаточно. В итоге либо 10% пользы, либо 100% вреда. Почему так? Слишком мало, бесполезного эффекта не будет, слишком много опасно для щитовидки, ЖКТ и даже может мешать усвоению витаминов. А в неправильной форме, цельными семенами или только маслом, эффекта 0. Почему лен работает? Лен – это не только омега-3. В нем еще клетчатка и особые вещества – лигнаны. Вместе они дают целый коктейль – противовоспалительный, противораковый и даже омолаживающий. Лен помогает при диабете и колебаниях сахара, снижает плохой холестерин и улучшает липидный профиль, снижает давление до 10 мм при высоком исходном, снижает риски разных видов рака, включая рак груди и простаты, помогает при приливах и других симптомах менопаузы, поддерживает работу ЖКТ и баланс микробиоты, может положительно влиять на работу мозга и когнитивные функции. Главный секрет – сколько и как есть. Для снижения давления 30 граммов в день минимум 2-3 месяца, а лучше полгода. Для снижения сахара и при диабете 2 типа примерно 13 граммов в день минимум 12 недель. Для снижения веса 30-40 граммов молотого льна в день лучше разделить на 2-3 приема. При приливах в менопаузе 40 граммов в день. Для снижения риска рака и поддержки при онкологии 25-30 граммов в день, минимум 2-4 месяца, как есть правильно. Обязательно молоть, иначе не усвоится. Цельные семена проходят транзитом и не усваиваются, а в масле нет веществ, за которые лен действительно ценен. Сочетать с продуктами, богатыми витамином В6 и йодом, это помогает снизить возможные риски для щитовидки, и усвоение полезных веществ будет выше. Разделить на 2-3 приема, а не все за раз. Пить достаточно воды, так клетчатка работает лучше и не дает тяжести. И обязательно не превышать дозу, чтобы не получить вред вместо пользы. Кому нужно быть осторожным? При пониженной функции щитовидной железы, при приеме антикоагулянтов, некоторых статинов и нестероидных противовоспалительных средств, при гормонозависимом раке груди или матки, беременным и кормящим, при аллергии на лен. Почему не всем и не всегда помогает? В питании важна каждая деталь. Даже суперполезный продукт в неправильной дозе или в плохом рационе не даст эффекта. Если при этом есть фастфуд, сладости и не следить за балансом, результата не будет. Лен – это не панацея, но в мире, где у каждого второго проблемы с давлением, сахаром и холестерином, это доступная и реально рабочая поддержка. Главное – не ждать чуда, а включить лен в рацион грамотно и надолго. А теперь напишите, был ли у вас опыт с льном и какой результат вы заметили. И подпишитесь, впереди еще много простых продуктов, которые работают.